لا يا أسد Еще до восхода солнца мы, корреспонденты информационного агентства «Анна Ньюс», вместе с офицерами сирийско-арабской армии направляемся в Джобр, к месту нанесения удара по боевикам. Утреннее пение птиц в этом разбитом районе Дамаска, одного из самых древних городов планеты, заставляет забыть, что идет война. Хочется думать о чем-то приятном, но мы знаем, что через несколько часов начнется операция по уничтожению тех, кто вторгся в этот квартал и заставил бежать отсюда мирных жителей. Те, кто, изгнав людей, превратил их дома в линию обороны и обстреливал из Джобра мирные кварталы сирийской столицы. Накануне в ходе операции в частном секторе были заняты десятки домов, и солдаты начали закрепляться для удержания занятых позиций. Боевики же, придя в себя от натиска, решили вернуть сданные позиции и сконцентрировали существенные силы для удара по пехоте сирийско-арабской армии. Ночью основные силы пехоты были отведены назад. Когда боевики изготовились к атаке, была дана команда на нанесение упреждающего удара. В том здании за деревом засели несколько снайперов. По ним сейчас ударим. Они не уйдут, их пехотинцы обложили. Все началось с зачистки позиций боевиков с зенитной установкой. Затем в бой вступили артиллеристы. Боевики на форумах постоянно жалуются на точность стрельбы артиллерии. Сам я не раз был в ситуации, когда огонь вызывался в соседнее здание, и мы не уходили в укрытие, так как были полностью уверены в точности работы. Снаряды всегда ложились точно в цель. Вот и сейчас эти взрывы в 15 метрах от позиции сирийско-арабской армии. Под прикрытием огня артиллеристов вперед выдвигаются танки для поддержки пехотных подразделений, ведущих бой с противником.
Первый танк идет на позицию у ворот, второй на автодорогу. Танкисты сходу бьют по разбитой в предыдущих операциях позиции. За это время террористы успели прорыть новые траншеи в этих разбитых зданиях. Они снова и снова роют траншеи, несмотря на потери. Это тактика иностранных инструкторов – использовать дешевую силу боевиков как расходный материал в бою. Второй танк работает с автодороги. Впереди и справа от экипажа позиции, занятые солдатами сирийской арабской армии. Слева боевики. Их позиции сейчас уничтожаются обоими танками. Позиции, находящиеся перед зданием, из которого снимает мой коллега, продолжают обрабатывать артиллеристы. У первого танка боевики впереди. Все впереди — это позиции террористов. Поэтому здесь экипаж должен быть внимателен. Выстрел и отход. Вот главное, что должны выполнять танкисты. Второй танк прикрывается пехотинцами, и экипаж может сам рассчитывать время между залпом и отходом. Сейчас пехотинцы должны провести разведку боем и попробовать занять здание слева. Офицеры направляются в корпуса фабрики, чтобы координировать работу танка. Я направляюсь вслед за ними. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, Анна Ньюс, Дамаск.